Девчонки, всем привет! Ну что, у нас июль месяц, значит, настало время промежуточной инвентаризации моей коллекции косметики. Я подобные видео делаю уже второй год подряд, и мне это очень помогает контролировать свою коллекцию косметики, вообще понять, в какую сторону она движется, что мне еще нужно докупить, да, такое тоже бывает, на чем нужно пока остановиться. И также летом обычно я присматриваю те категории продуктов и те конкретные продукты, которые к концу года пойдут в расхламление. Такое тоже есть, такие кандидаты тоже намечаются. Коллекция у меня относительно большая, поэтому, как правило, я умещаюсь примерно в 4 видео. В первой части, как правило, я показываю все продукты для создания тона лица, а также всякую мелочевку типа однушек теней, карандашей для глаз и так далее. В этом видео также я хочу озвучить свои планы в покупках, может быть, какие-то позиции из виш-листа по каждой категории, и также установить лимиты до Нового года, потому что по некоторым категориям их абсолютно точно нужно сделать. Давайте начинать смотреть, считать и анализировать. Первый контейнер, первый органайзер. Здесь это все, как я уже сказала, для тона лица и всякая мелочевка типа бровей и карандашей. Все здесь так напихано и навалено, потому что половина из этих продуктов у меня находится в ежедневной косметичке, которая и является же моим Project Pen на этот год. Давайте смотреть. Хочу сначала озвучить категорию спреев для лица, которая у меня пустая. Я уже второй год не покупаю никакие спреи для закрепления макияжа и не планирую в будущем это делать. Спреи для макияжа, по моему опыту, мне нужны были только когда я жила в Сибири, в Новосибирске. Там погодные условия достаточно суровые, и макияж действительно нужно было закреплять. Кроме того, он постоянно терся куртки, шарфы и так далее. Сейчас уже второй или третий даже год в спреях я не нуждаюсь, закончила их и забыла. Теперь давайте переходить к следующей категории, это базы под макияж. И здесь у меня, конечно, прибавилось продуктов. Давайте смотреть. Немного поменяла положение камеры, давайте рассматривать. Во-первых, солнцезащитный крем The Same. Очень легкий, классный, высокая степень защиты, хорошо подходит под макияж. На самом деле пользуемся всей семьей. У меня муж его использует, и даже детям иногда я мажу лицо. Он уже такой достаточно похудевший, и это такой кандидат на расхламление. Дело в том, что у меня не особо быстро заканчиваются подобные солнцезащитные средства. Не знаю, может быть, я их наношу мало на свою жирную кожу, но я прям чувствую, что он до конца года, скорее всего, не закончится, и уже будет год как вскрытый. И у него как раз-таки срок годности, да, у него срок годности до декабря 2024 года, если я правильно поняла порядок цифр. Поэтому он будет либо пустышкой, либо кандидатом в расхламление. Эта база под макияж у меня уже была в прошлой инвентаризации. Это Heimish Artless Glow Tinted Sunscreen. Здесь SPF 50, и мне нравится наносить его как базу под макияж, подсвечивающую. И вот эти два красавчика у меня появились совсем недавно относительно. Это база от L'Oreal True Match Lumi Glotion. У меня оттенок 904 Deep Glow. Я купила ее на лето. Она очень пигментированная, придает легкий оттенок загара. Распределять ее надо тонко, но шустренько и равномерно, чтобы лицо не пятнило. Мне она нравится. И последний экземпляр это Glow Recipe. Их Sun Glow Serum, который вышел этой весной. Очень я его хотела. Он очень классно пахнет арбузиком. Он уже менее, как мне показалось, пигментированный, чем L'Oreal. Хотя вот капелька тоже пигментированный, но он имеет такую более текстуру водянистую, и его тоже нужно
распределять равномерненько, чтобы никаких пятен, ничего, но мне нравится, как смотрится это все на лице. И под макияжем, если наносить тональную основу тонким слоем или использовать только консилер. Классные штуки, мне нравится. Есть только один большой нюанс. В этих двух средствах нет SPF фильтра. Мне, если честно, немножко вот сейчас эта ситуация странная, что средства однозначно предназначены для лета, но при этом они не содержат в себе SPF. То есть предполагается, я должна использовать два средства. Ну, то есть это не очень удобно, как по мне, и не очень функционально. Но сами характеристики баз мне нравятся. Таким образом, база у меня 4, и я планирую приобрести еще пару штук. Меня это не смущает, потому что планирую к концу года израсходовать вот эти две. И вот это средство сразу отправляется в Project Pen, в мою ежедневную косметичку. Итого, было у меня 3 базы под макияж. Закончила я 2 штуки, одну расхламила, купила 5 штук, а сейчас у меня в наличии 4. И еще 1-2 базы я планирую приобрести. Я хочу подсвечивающую базу от Эльф и, возможно, от Шарлотты ее знаменитый фильтр, но в мини-формате. Это не точно все, но, как вы поняли, подсвечивающие базы я люблю и решила себя в них особо не ограничивать, но и тоже знать меру. Теперь категория тональных основ. И, как вы можете заметить, их больше, чем 2, а в прошлом году было всего 2. Давайте смотреть, что же на самом деле тут происходит и так ли все серьезно поменялось. Во-первых, те тональные основы, которые я планирую закончить в ближайшие 2 недели, и считать их в инвентаризации не буду. Это остаточки, буквально здесь вот столько, тональной основы от Enough. У меня это Rich Gold в оттенке 23, уже 100 раз рассказывала. Ее убираю. Также планирую к следующему видео о пустышках закончить все пробники тональных основ, которые мне наложили байеры, поставщики. В общем, от этого я точно буду избавляться и точно не буду считать это в инвентаризации, потому что не вижу никакого в этом смысла, если честно. Вот смотрите, у меня тут пробник Шарлотты Beautiful Skin. Ну, очевидно, тут совсем немножко подойдет мне, возможно, 2 оттенка. Вообще даже рассматривать не будем. Потом мне складывали пробник Prism Libre от Givenchy. Тоже здесь 2 мл. Это мне на 1-2 раза. Также пробники Make Up Forever HD Skin. Здесь тональные и консилеры. Но оттенки здесь такие, что, скорее всего, мне подойдут только вот эти 2 кругляшка. И мне тоже это на 1-2 раза. Здесь объем по 0,9 мл. И вот такой CC-крем It Cosmetics. Это тоже миниатюрочка. Здесь всего, по-моему, здесь 4 мл. Тоже мне это максимум. Всего вот этого вместе, всех этих тональников, мне максимум на неделю, поэтому тоже считать его, с вашего позволения, не буду. И вот что в итоге осталось. Что у меня сейчас пойдет в использование, это вот этот кушин от Clio. Я его уже показывала в видео про Project Pen. Напомню, что тональные основы я не вскрываю. Они у меня всегда лежат свежие. У меня не бывает такого, чтобы открыто было несколько. Там только если 2, да. Чтобы они не вызывали у меня никакую реакцию на коже, на лице, потому что у меня такое бывает. Именно поэтому я планирую закончить вот этот вот Хеймиш базу, чтобы все было, опять же, свежее. И что у меня тут есть? Значит, открыла я Clio Cushion. Здесь оттенок 4BO. Это Clio Kill Cover The New Found Wear Cushion. У него такое покрытие естественное, не матовое, но и не сияющее. Он очень милый, с котиками. Тут везде лапки котика. И на губочке тоже котик. В общем, милота. Единственный его минус – это его цена в соотношении с граммами, потому что здесь 15 грамм. И здесь еще одна запасочка, его на 15 грамм. Я считаю как 2 продукта.
Также у меня есть два кушина от Chupa Chups. Они не вскрытые. У меня оттенок 2.0 Shell и оттенок 3.0 Fair. Их я не открывала. Я думаю, что мне это на зиму. И еще у меня есть вот такой вот, почему-то заляпанный. Так, протерла. Вот такой вот кушин от Amuse. У меня оттенок 02 Hilti, и здесь такой сияющий должен быть финиш. Он такой очень увесистый, тяжеленький. Вот, это я еще не вскрывала. Вот такая у меня в итоге получается коллекция кушинов, а не тональных основ. В этом году я почему-то ими проникла. Все кушины у меня свежие. У всех хорошие сроки годности. Буду я их открывать по очереди. И можно было бы, конечно, сказать, что у меня увеличилось количество тональных основ, причем значительно. Но дело в том, что в каждом из этих кушинов всего по 15 грамм продукта, и это очень мало. То есть, как вы можете понять, это половина, а может даже и треть от бутылька тонального крема. Поэтому я не беспокоюсь о том, что количество тональников увеличилось. И что я планирую сделать в этом году точно, это закончить один кушин от Clio, я думаю, месяца 2 на это уйдет, и вставить в него свежую запаску и начать какой-нибудь, наверное, из чупа-чупсов. Вот, поэтому вот так у меня с тональными основами. Итого получается, что было тональных основы 2 на начало года. Закончила я 2, если считать вот этот вот огрызочек от Hamish. Купила я 4, если считать одну запаску, 5. И сейчас у меня, давайте все-таки считать запаску, 5 тональных основ. Здесь меня все устраивает. Я только хочу закончить одну от Clio, чтобы вот эту вот упаковочку вскрыть и переставить красивенько. И, возможно, я так себе даю разрешение купить еще 1-2 тональных основы. Возможно, это будет что-то, опять же, от Шарлотты, тот тональник, который вышел у нее в стике. Он, конечно, скорее как такой хайлайтер база, но вот его я бы хотела попробовать. Теперь консилеры. С консилерами у меня та же самая ситуация, что с тональными основами. Я их заканчиваю по очереди и не вскрываю несколько сразу. И сейчас у меня вскрытый и почти закончившийся консилер от Холика Cover and Hiding. Уже много раз говорила про все его характеристики. Если вкратце, он мне нравится. Это уже вторая туба, но я его наслаиваю на какие-то сильные покраснения, если таковые есть, и в зону интенсивного синячка под глазами он требует наслаивания. Но не скатывается, и в целом я его люблю. И у меня всего 2 запаски. Это консилер The Same в оттенке 01. Я думаю, что вы, девчонки, про него слышали. Его многие хвалят, и хвалят не зря. Это очень тоненький, но при этом очень пигментированный и стойкий консилер. Он очень круто подходит на покраснение и, опять же, на синячки под глазами. Я его очень люблю. Это уже моя 3-я или 4-я бутылочка. И 3-й консилер – это консилер от Eisenberg. У меня это оттенок 02. Я его еще не вскрывала. В принципе, оттенок, я думаю, мне подойдет. Через баночку видно, что розоватый, но про характеристики ничего сказать не могу. Я брала его в первый раз просто из любопытства. Итого у меня было 2 консилера. Я уже в этом году закончила 3 консилера. Это для меня нормально. Консилеры – одна из самых подвижных категорий у меня в коллекции. Купила я 3 консилера, и сейчас у меня 3, но вот этот на последнем издыхании и находится в ежедневной косметичке. В принципе, по консилерам меня все устраивает, но я предполагаю, что мне понадобятся еще какие-то запасы. И, в принципе, я была бы не против попробовать еще пару консилеров. Это консилер от Наташи Деноны, которые сейчас все просто хвалят. Ни одного плохого отзыва на этот консилер я
не видела, не слышала и обязательно хочу его попробовать. И, возможно, еще консилер от Gucci, хотя, в принципе, он не совсем соответствует характеристикам, которые я люблю в консилерах, потому что он более такой, мне кажется, для возрастной кожи или для сухой, но мне все равно почему-то очень хочется его попробовать. Поэтому я закладываю до конца года 2 покупки консилеров, зная, что, скорее всего, я вообще все эти закончу. Вот, и опять обновлю коллекцию. Теперь категория брови. Самая, наверное, неинтересная в моей коллекции. Это то, чем я пользуюсь сейчас. А это то, что лежит у меня в запасах. Всем уже набившие оскомину тени от Ofra, которые я использую в качестве теней для бровей. Очень классный, очень мне полюбившийся гель от Bicolor, который уже практически невесомый, как будто пустой, но почему-то все никак не закончится. Очень его люблю. Классно держит мои жесткие брови. И вот переходим к запасам. Опять же, Bicolor мыло, которое я все хочу начать, но у меня никак не закончится этот гель. Поэтому ничего про него сказать не могу, но у него интересный формат, у него мыло в стике. По-моему, это, в принципе, очень удобно для тех, кто любит мыло для бровей. И запас, недавнее мое пополнение в коллекции, это гель от got2b, который в свое время был очень популярный, все его хвалили. Вот он мне наконец-то достался. Здесь 16 мл продукта, его здесь очень много. Я понимаю, что как только я закончу вот эти 2 средства, вот этим я потом просто буду бесконечно пользоваться. Вот, поэтому всего средств для бровей у меня 4 штуки. Их и было 4 на начало года. Я закончила и расхламила 4 средства для бровей. Там были и мыло, и маркеры для бровей. Купила 3 новых средства, и вот сейчас их 4. Я хотела бы закончить к концу года вот эти 2. Вот, они у меня отправляются в косметичку, а это пусть лежит в запасах. И этим я также пользуюсь постоянно. Вообще, средства для бровей – это не зона моих интересов, поэтому у меня здесь нет никаких ни хотелок, ни планов в покупках, никаких лимитов. Просто как пойдет, так пойдет. Как я думаю, я еще года на 1,5-2 этими средствами обеспечена. Далее давайте смотреть пудры. Начнем с пудр фиксирующих. Мои пудры – это не самая подвижная категория в коллекции, и я бы, конечно, хотела эту ситуацию исправить. Ну, давайте смотреть, наверное, старичков. Во-первых, это вот такая вот пудра от Clinique, рассыпушка, всем известная. У меня это оттенок 03 Transparency. Что я по ней могу сказать? Я ей очень редко пользуюсь, хотя на самом деле здесь ее огромное количество, целых 35 грамм, хватит на всю жизнь вообще. И надо бы ей пользоваться. Она просто матирующая, хорошо закрепляющая макияж, ничего она не блюрит, но со своей работой фиксации справляется. Не знаю, почему я ей не пользуюсь. Скорее всего, потому что я со временем поняла, что у меня не тянется рука к рассыпчатым пудрам. К сожалению, мне почему-то все время неудобно с ними возиться. Тоже достаточно старый экземпляр моей коллекции. Пудра Dolce & Gabbana. Очень классная. Оттенок у меня здесь 2 Cent. Это пудра Solar Glow. Мне она очень нравится, потому что она фиксирует макияж, усаживает и блюрит. Единственное, что для жирной кожи, конечно, матирует ненадолго, но она классная. Пользуюсь ей очень редко. Почему? Потому что она такая красивая, пусть лежит. Аргумент, согласитесь. Ну, а второй, потому что рассыпчатый вариант. Вот я не знаю, просто не тянется к нему рука. Как только я закончу те пудрозакрепляющие, которые хочу сдвинуть в своей коллекции, я обязательно положу ее в постоянную косметичку. Ну, а пока она просто лежит и радует глаз, в принципе, ничего ей не сделается. Новинка этого года. В Project Pen я вам ее 100 раз показывала. Пудра от Banila Co. Это серия Prime Primer. Здесь один оттенок. Это белая прессованная пудра в формате как укушена. Очень тонкий помол, невидимая на лице, хорошо фиксирует макияж
не глухо матовая, немножко блюрит. Удобно брать с собой. Я ее очень люблю. Она у меня одно время, несколько месяцев лежала в ежедневной косметичке. Потом я поняла, ну и зачем я буду ее так быстро заканчивать, отложила, поменяла на другую пудру. И поменяла вот на эту. Это вообще старушка. Ей года 4. Это Guerlain Parure Gold, оттенок 02, Beige Clair. У нее такой вот старомодный кейс. Это раньше был бестселлер у Guerlain. По-моему, даже они сейчас уже и не производят эту пудру. Я точно сказать не могу. В общем, она у меня лежала. Вообще, это пудра тональная основа. Я ее в свое время очень любила. Я использовала таких упаковки 2 или 3. И сейчас вот она у меня в Project Penny, в ежедневной косметичке. Здесь уже значительная ямочка. Донышка пока нет, но изменения есть. Она очень тоненько ложится. Я использую ее только на Т-зону. Ее можно использовать как тоналку с помощью вот этой вот губочки, а можно фиксировать макияж. И она очень хорошо держится. У нее есть такое свойство, что сначала она матирует прямо видимо, потом она как будто бы немножко усаживается и очень становится естественная, здоровая кожа с ней. Эту пудру я люблю, но я бы просто уже хотела поменять ее на что-нибудь другое. Поэтому вот эту пудру я планирую закончить в этом году совершенно точно. И у меня появилась еще одна новая пудра в этом году. Это вот такая фиксирующая пудра в палетке от Bicolor, розовенькой. Абсолютно нормальная. Не особо ее видно на лице. Если наносить тонкой пушистой кисточкой, ничего не подчеркивает. Она не блюрит. Никаких там сверхкачеств у нее нет. Это обычная бюджетная пудра. Но она хорошо усаживает макияж. И на повседневку она хороша. Итого, что у меня получается? У меня на начало года было 4 фиксирующие пудры. Я купила 2. Получается, вот эту и вот эту. Расхламила одну голубенькую от The Same. И у меня сейчас получается 5 фиксирующих макияж пудр. Что я планирую до конца года? Я хочу вывести вот эту пудру совершенно точно. И хочу начать пользоваться вот этой пудрой на ежедневной основе, потому что палетку от Bicolor в следующем году я буду брать в ежедневную косметичку Project Pen, и чтобы она постепенно уходила. Теперь пудры подсвечивающие. Это все мои подсвечивающие пудры. И давайте смотреть, здесь, в принципе, опять же, категория не такая подвижная. У меня новинка – это вот эта вот пудра от Dolce Gabbana. Вообще в продуктах для лица Dolce Gabbana я, как правило, уверена на все 100%. То есть я их беру без каких-либо вообще оглядок, потому что, ну, почему-то они зарекомендовали себя. Посмотрите, какая шикарная упаковка. Это Solar Glow, опять же, серия. Вообще бренд позиционирует эту пудру как такую улучшающую текстуру лица. То есть это что-то блюрище подсвечивающее. Вот такая тут текстура. И действительно, когда на нее смотришь, вы знаете, это похоже на какие-то, возможно, сатиновые запеченные тени. Вот что-то такое. Но на деле это такое мое мини-разочарование. Так я ее и не распробовала. Она замечательно набирается на палец, но почему-то я не вижу эффекта на коже. Что она делает? Я не знаю. Такие на нее отзывы хорошие были в Литуаль. Все восторгались. Я какие кисти только не подбирала. Я так просто и не вижу изменений на лице по ней. То есть поверх тональника я пытаюсь заполировать эту зону и не вижу ничего. Поэтому это просто красота за 5000 рублей, которую я не поняла. Вот, к сожалению. Но это новинка относительная в моей коллекции. Также у меня есть двое метеоритов. Уже их 100 раз смотрели. Это Golden Bee лимитка и лимитка Gold Pearls. Метеориты я люблю. Я очень люблю их аромат. Я слышала, что в новых запусках
метеоритов аромат изменен. Тем не менее, я смотрела новую коллекцию от Guerlain, и мне очень нравится там метеориты, но я себя тоже останавливаю, потому что, ну, не тянется к ним рука, потому что рассыпчатый продукт. Возможно, у меня сейчас так выстроена бьюти-рутина, что мне неудобно брать все эти продукты. То есть я одной рукой держу зеркало, другой рукой кисточку, мне нужно положить это все, достать баночку, открыть двумя руками, положить, развернуть, взять это опять, понимаете, да, то есть мне легче просто схватить компактную пудру, открыть одной рукой и просто кисточкой нанести. Ну, какие-то мелочи, да, но из-за этого данный формат у меня простаивает, хотя я их очень люблю, они красивые, они радуют глаз, мне нравится эффект на коже, хотя в обеих версиях есть отдельные блестки. Поэтому я понимаю девочек, кто не любит метеориты, но я их люблю и вообще, в принципе, люблю ароматы Guerlain, форматы вот эти старые Guerlain. Я как-то к ним привязана. И именно из-за своей привязанности у меня болтается вот эта вот непонятная штуковина. 4-й год в косметичке. Это терракотта Summer Glow. Это такой странный продукт, потому что тут вот если сзади на упаковке читать, то это Golden Glow Powder Face Highlighter. То есть непонятно, позиционирование этого всего все-таки как подсвечивающая пудра или как хайлайтер. Аромат тут как у терракоты. И вот такой вот рефил, золотой. Я наконец-то распробовала эту пудру как подсвечивающую для лица. На загар летом с золотыми блестками смотрится хорошо. Но у меня по этой пудре есть какая-то легкая, знаете ли, травма, потому что когда я только купила, я думала, что это хайлайтер, и я была просто в ужасе, потому что он какой-то мучнистый, с желтой базой. Я просто обалдела и очень долго не могла вообще понять, что мне делать, выбрасывать ее. Вот действительно, я хотела просто ее выбросить в мусорку. Вот, поэтому долго она у меня лежала, и сейчас, хоть я уже и распробовала продукт, но вот до сих пор она у меня как-то простаивает. Видите, она прям желтая, то есть это прям на загар. Я бы хотела ее, конечно, закончить. И у меня есть вот такая вот шикарная лимитка от Clé de Peau. Я не помню, как называлась эта лимитированная серия, но это пудра с барашками. Это просто произведение искусства. Я ее беру реально, наверное, несколько раз в год, потому что, ну, сама по себе она, конечно, подсвечивает, но почему-то больше я испытываю удовольствие просто когда я на это смотрю. Обожаю этот продукт, очень рада, что я в свое время его купила, и очень жаль, что я потеряла чехол. У него такой был очень красивый чехол зеленого темного цвета глубокого, очень симпатичный. Ну и, конечно же, моя многострадальная палетка от Кевина Акуана. И здесь у него было два хайлайтера, которые я расценила как подсвечивающие пудры, потому что по-другому просто нельзя. Здесь я уже закончила рефил, и здесь вставлен хайлайтер не родной, а здесь вот остался хайлайтер, который я считаю как подсвечивающую пудру. Ну, посмотрите, какой это хайлайтер. Вот, поэтому вот это средство я сейчас использую на ежедневной основе. И как подсвечивающая пудра, в принципе, он меня устраивает. Что по подсвечивающим пудрам? На начало года их было 6. Закончила я 0. Купила я одну, вот эту вот. И сейчас их 7 штук. Что я планирую? Я хочу закончить вот этот вот рефил и начать использовать терракоту на ежедневной основе. Так что вот эти вот я убираю в ежедневную косметичку. И вот такие подсвечивающие пудры у меня в коллекции. Также у меня есть категория скульпторов. И я, конечно, хотела бы эту категорию вывести, но, к сожалению, по ней все движется намного медленнее, чем мне бы хотелось. У меня всего 3 скульптора от Кевина Акуана, и их до сих пор 3. Я ничего не покупала из этой категории и не планирую. Закончила половинку от одного скульптора, хотя здесь рефильчики на 3 грамма. Я хочу хотя бы закончить вот этот скульптор до конца года.
Потом посмотрим, возможно, еще вот этот оттенок я возьму в использование, а вот этот расхламлю, он очень темный. Но если он мне подойдет, то и его я тоже буду заканчивать, потому что, ну, мне нравится качество этих текстур. Они очень легко наносятся на кожу и очень правильных оттенков. Вот это, конечно, бестселлер. Базы под тени. И у меня сейчас две базы под тени или два продукта, которые я позиционирую как базы под тени. Во-первых, это жидкая однушка от Vivienne Sabo, оттенок 0,5. Я использую ее для выравнивания века. Мне нравится, как по ней тушуются тени. Вообще, на самом деле, очень интересный продукт, потому что он, когда просыхает, он не дает вот этого ощущения сухого века, ничего он не стягивает, потому что от теней Luxe Visage у меня иногда такое было. А вот этот вот остается по ощущениям как будто такой кремовый. При этом на нем очень хорошо тушуются тени, и при этом они же очень хорошо на него и набиваются, я проматываю, если нужно. Шиммеры не всегда и не все крепятся на эту однушку хорошо, поэтому сейчас я практически через день использую вот такой вот клей глиттер от NYX, всем известный. Использую совсем капельку, тоненьким слоем, и меня это не напрягает. Единственное, что, конечно, то, что мне приходится использовать два продукта, меня не очень радует. Я бы, конечно, хотела что-то одно и универсальное, а клей от NYX убрать в долгий ящик. Поэтому я для себя думаю, что я куплю еще одну какую-нибудь базу под тени, какую-нибудь, в которой я уверена. Скорее всего, это будет Urban Decay. Вот. Что у нас получается? Было два продукта, купила я вот эти вот тени, закончила базу от Art Deco, и сейчас у меня два продукта в качестве базы под тени и остается. Сейчас я все это аккуратненько сложу в органайзер, и мы рассмотрим мелочевку для глаз. Давайте сначала посмотрим карандаши для глаз и подводки. Все у меня хранится вот в этом стаканчике. И это все мои карандаши для глаз. Наверное, я нанесу их на руку, чтобы показать вам цвета, а потом мы их обсудим. Ну что, давайте смотреть. Во-первых, 4 карандаша от Beauty Bomb. Великолепных, мультихромных. Я их обожаю. Вот они у меня верхние 3. И нижний оттенок. Вот этот у меня один есть в запасе. Сейчас у меня вот этот вот оттенок номер 2 в Project Penny. И я его просто обожаю, использую практически с каждым макияжем. Поэтому вот это точно закончу до конца года. А вот эти 3 карандаша у меня в использовании будут. Далее идут 3 карандаша, которые для меня базовые, можно сказать. Во-первых, 2 зеленых. Вот этот вот от Shiseido. Очень красивый зеленый, темно-зеленый цвет. Вот он. Его уже пора заканчивать, но тут такое приключилось. Я покупала вот этот вот карандаш от Bicolor в замену вот этому зеленому от Shiseido, но вы посмотрите, какой у него цвет. Он мне не нравится, потому что у него цвет зеленки с блестками. И вот я думаю, что добавлю его в Project Pen, я его даже уже отметила. Хочу его вывести до конца года, он мне в коллекции не нужен. И такой достаточно базовый карандаш бежевый турецкого производителя. Очень классный, хорошего качества. Также у меня есть 2 блесточных карандаша от Twinkle Pop. И вот этот вот темненький я очень люблю, он очень красивый, там разноцветные блестки. А вот этот вот он белесый, мне он не очень нравится, он у меня в Project Pen, я использую его под бровь. И вот у меня целая радуга пастельных карандашей для глаз. Я обожаю такие цвета использовать в слизистую, для того, чтобы сделать макияж каким-то более нежным, освежить взгляд. Очень люблю пастельные карандаши. И, в принципе, вот у меня тут две фирмы. Фирма, собственно, Пастель. Это турецкая марка. Они немножко плешивят, но в целом неплохие. И вот эти вот 3 карандаша от фирмы Bicolor. И мне очень нравится качество. Они хорошо сидят, стойкие, видны на слизистой. Мне они нравятся. Здесь меня все устраивает.
Наверное, даже ничего добавлять бы мне не хотелось из пастели в коллекцию. Этим всем я пользуюсь. Итого, что получается? В начале года у меня было 12 карандашей для глаз. Я закончила 2, коричневый и черный. Купила 7 карандашей, на секундочку, 7. И сейчас у меня в коллекции 15 карандашей для глаз. Это, с одной стороны, и немного, но я бы хотела вывести вот этот бесячий зеленый цвет, вот эти вот бесполезные блестки и один карандаш от Beauty Boom, который у меня дублируется. И мне точно нужно будет купить черный, коричневый карандаш. И, может быть, в мою коллекцию добавятся еще какие-то мультихромные цвета для слизистой, потому что мне очень понравилось так их использовать. То есть я предполагаю, что, может быть, 3-5 карандашей у меня еще добавятся. Можно покупать, но нужно и что-то закончить. И категория подводок. Как я неоднократно говорила, жидкие подводки для глаз я не использую, хотя что-то последнее время я задумываюсь о том, что было бы неплохо купить коричневую и черную подводку, но пока ничего не купила. И цветными подводками я тоже не пользуюсь, но у меня в коллекции было 2 палетки аквалайнеров. И сейчас у меня осталась одна палеточка, это Influence Beauty. У них была коллекция Levitation Effect. Здесь 4 оттенка подводок, растворимых водой. Угадайте, сколько раз я ими воспользовалась за последние полгода? Правильно, ни разу. Ни разу я ими не воспользовалась. Как раз поэтому я хотела купить, может быть, какой-то мини-спрей для закрепления макияжа, что мне было бы удобнее, чтобы когда я подумывала ими воспользоваться, я брала их тут же, не идя ни за какой водичкой, ничего не придумывая, чтобы мне это было легко и удобно. Пока они у меня в коллекции, но посмотрим, если за полгода я ими так ни разу и не воспользуюсь, я от них избавлюсь, потому что, ну, это, ну, зачем держать, да, то, чем ты не пользуешься. Поэтому вот так, по самому качеству подводок я даже не подскажу, потому что я ими воспользовалась пару раз, и вроде бы они мне понравились. Так что вот, подводка остается одна, считаю, было 2, потому что одна утеряна. Да, то есть еще одну палетку от Revolution, к сожалению, я потеряла, скорее всего, где-то в Новосибирске при переездах. Она у меня, к сожалению, выбыла. Я это даже не сразу заметила, только вот когда начала перебирать косметику. Ну и да, разрешаю себе приобрести пару подводок, но не уверена, что точно захочу это делать. Сразу давайте посчитаем туши. У меня сейчас в наличии 2 туши для глаз. Запечатанная Bicolor капсуль Extreme Volume Addicted. Вроде она должна быть термоустойчивая. И новенькая L'Oreal Панорама. Ее уже, наверное, все попробовали. Я только добралась. Пока не наносила на глаза. У меня только закончилась предыдущая тушь. И я что-то последние несколько дней не красилась, не было настроения. Ну, вот сейчас у меня всего 2 туши в коллекции. Это, мне кажется, очень мало для бьюти-голика. У меня было в начале года 3 туши, стало 2, но закончила я за эти полгода очень много. Наверное, штуки 4, может быть, даже больше, потому что до этого у меня были такие бюджетные варианты, которых хватало там на 1,5 месяца. Надеюсь, что L'Oreal продержится дольше. И планирую купить еще 2-3 туши, тоже L'Oreal Maybelline. Хочу перейти к классике. Надоело мне пользоваться и пробовать весь этот бюджет, который непонятно, как себя ведет в итоге на глазах. И остались у меня однушки теней для вас на сегодня. И я на самом деле горда этой категорией, потому что однушки теней у меня занимают маленький-маленький участочек в моем органайзере. Это просто что-то с чем-то. Их уменьшается с каждым годом. Хотя сейчас мы будем считать, потому что я очень много чего купила с начала года. Давайте договоримся, что, наверное, будем сводчить только новые оттенки, а в конце года мы будем сводчить все. Все-таки, ну, чтобы по 100 раз одно и то же не перебирать и на одно и то же не смотреть, я покажу только новиночки. Ну, естественно, переберем все. Во-первых, у меня 16 оттенков Берновичей. У меня такая весенняя палеточка есть. Палетка с фиолетовыми оттенками. И палетка такая осенняя с рыженькими оттенками. Я люблю свои Берновичи,
Но, откровенно говоря, я уже от них подустала и думаю, что со следующего года я буду их выводить. В Project Pen'ах, в расхламлениях, но все-таки буду как-то их выводить, потому что я постоянно заставляю себя ими пользоваться, ну, потому что они однушки. У меня очень плохо идут однушки. Так, тем не менее, что старого еще? Марк Джейкобс, вот такой вот серебристый, очень красивый. Классный оттенок, 100 раз показывала его. У меня Виктория Бекхэм Midnight, глубокий синий. У меня в планах на ближайшую осень приучить себя к синим теням. Я все-таки хочу их разносить, распробовать. Просто сейчас все синие оттенки у меня простаивают, потому что я так сделала вывод, что они мне особо не идут, и мне не нравятся макияжи синими, голубым. Хочу все-таки себя приучить к цвету. И надеюсь, что у меня это получится, эта однушка пойдет, потому что я ее выставляла на продажу, но никто у меня ее не купил, задорого, задешево не хочется отдавать. Валяется, в общем. Так, старая у меня две однушки от Little Cosmetics. Одна такая дуохромная, мультихромная, очень красивая штучка, перепрессованная. И одна такая, ничего особенного. Вот от нее я бы, наверное, хотела избавиться и вывести ее, потому что такой очень обычный оттенок, розово-зеленый. Я думаю, может быть, использовать ее, попробовать как хайлайтер. Мне кажется, будет прикольно. Но это, наверное, с осени или с зимы. Бобби Браун, старенькая, сломанная однушечка. Оттенок Heat Ray. Очень красивый, ну такой осенний оттенок. Такое золото я ношу редко, бронзово-красное. Вот, ну, лежит, в принципе, он меня устраивает. Однушка, которая у меня в Project Pen, Chanel. Хочу вывести ее до конца года. Лимитка Penombre. Очень красивый болотисто-серо-зеленый цвет. С ним красивые смоки получаются. Планирую закончить к концу года и вывести. А вот это все я купила с начала года, получается. Сначала я приобрела вот такую однушку от Bobbi Brown из коллекции Moonstone, по-моему, она была. Это оттенок Cosmic. Большие у меня были на него надежды. Вот такой очень красивый мятный цвет. Но дело в том, что он такой тонкой текстуры, что его хоть на клей для глиттера сажай. Потому что он как будто исчезает с века через пару часов. Когда такие оттенки запеченные, они, знаете, такие розовенькие или золотые, это симпатично. Но все-таки, когда идет цвет, прям цвет, то есть зеленый, вот как этот, нужна какая-то плотность. А тут ее нет, к сожалению. Небольшое разочарование. Красилась, наверное, раз 5. Все хотела распробовать, и что-то у меня не получается. Но такая красота лежит в коллекции. Потом я приобрела вот такую вот однушку-двушку от Tom Ford. Очень ее давно хотела, уже она отгремела 100-500 лет, и вот Аня проснулась. Это оттенок 03 Golden Peach. Я же вам обещала новинки-то сводчить. Здравствуйте. Давайте сводчить. Вот она, видите, такая тоненькая текстура. Не видно особо вот цвета, собственно. Так, давайте посводчим Golden Peach, хотя, наверное, многие наслышаны об этом продукте. Кремовая основа и золотистая база. Я бы сказала, тут стандартная формула старых спарклов от Форда. Вместе очень красиво. На самом деле и по отдельности красота. Очень искрится спаркл, очень красиво, стандартные носибельные оттенки. Уже
давно на рынке, но вот у меня был какой-то незакрытый гештальт. С удовольствием на самом деле ей крашусь, беру, и мне очень нравится эффект. Ну, мне идет такое рыженькое золото. Красота. Так, потом новеньких два оттенка спарклов от Chic. Во-первых, Vega. Это старый запуск. Шикарный оттенок. От него я в полнейшем восторге. Поняла теперь, почему он один из самых любимых у коллекционеров косметики. Вы посмотрите, как сразу Том Форд погас, да, рядом с Вегой. Ну, это просто шикардос. Обожаю этот оттенок. И оттенок из нового запуска Хадар. Я его не так сильно люблю. Не то чтобы он мне нравится, но я не так сильно им впечатлена, как Вегой, конечно. Это такой стандартный дуохромчик. Он такой хлопушками набирается. У него рыженькая база, розовый перелив. Наверное, что-то из разряда мимозы от Chic, но более плотная, и из-за этого мне нравится больше. Тем не менее, видно, что он не такой уж и блестящий по сравнению с Вегой. На самом деле, по сравнению с Вегой мало что может быть блестящим. И последнее приобретение – это однушка, я считаю как однушку эту штучку, от Lily Barrett. Такая маленькая микропалеточка. У них был весенний запуск, и я взяла Sparkle. Это корейский бренд. Вот такая тут малышка-милашка с весенне-летними оттенками. У меня это номер 19. И здесь вот такое вот сочетание цветов. Еще не наносила. Все хочу снять какую-нибудь летнюю собиралку. Половина лета, блин, уже прошло, а я все планирую с корейской косметикой. Вот такие здесь красивые нежные блестяшки. Так, девчонки, у меня телефон не выдержал. Решил, что он разрядился. Я его подзарядила, поэтому немножко сменился ракурс, но тем не менее мы уже закончили. Вот эту однушку я вам последнюю показывала. Очень она красивая. Обязательно сниму с ней какой-то образ летний. Будет, мне кажется, очень интересно. Ну и что у меня получается по однушкам? Было на начало года 22. Я закончила и расхламила 5 однушек. Купила 5. И еще одну так и не смогла продать, Викторию Бекхэм. Того у меня стало вместо 22 однушек 23. До конца года я планирую закончить вот эту однушку от Chanel. И, может быть, еще какие-то однушки перенесу в палетки, если захочу там что-то поменять в рефилах, но не уверена. Больше однушки я в этом году покупать не планирую, нет у меня никаких хотелок, ничего в интересах, поэтому, в принципе, этой категории я довольна. И вот что получается. Это уберу в запасы, это в ежедневную косметичку. Вот так выглядит мой органайзер с продуктами для лица и с однушками. Мне кажется, очень достойно. А вот так вот выглядят те продукты, которые у меня в ежедневной косметичке и которые я так или иначе планирую закончить до конца года. Мы с вами рассмотрели достаточно много категорий. И на самом деле у меня не такой уж и сильный завал случился за полгода по ним, хотя я очень много покупала. Но все дело в том, что это самые малочисленные категории в моей коллекции. И они самые подвижные. В следующем видео я хочу посчитать бронзеры, хайлайтеры и румяна. И там, конечно, я, скорее всего, буду вводить какие-то лимиты и хвататься за голову. Здесь же все нормально. Я себе практически в каждой категории планирую еще одну-две покупки до конца года или вот прям в конце на распродажах. Посмотрим. Но пока здесь я всем довольна. Спасибо, девчонки, за просмотр. Всем отличного дня, хорошего настроения. Всем пока-пока.